Привет! Сегодня с классной темой вообще просто снос башки. Сегодня будем учиться синхронизировать Notion и Telegram. Смотрите, покажу приколюху. Вот у меня есть база данных. Я захожу в Telegram. У меня тут есть Telegram to Notion. Пишу... Снять видео про Telegram и Notion. Отправляю. Жду, пока все сработает. Написано, страничка создана. И что мы здесь видим? Вы сразу видите, что тут создалась страничка у нас в таблице. Снять видео про Telegram и Notion, обработка, и при этом нам не надо было заходить в Telegram. Просто вау! И второй вариант реализации точно такого же шага, только более углубленно. Сейчас покажу. То же самое, я иду в бот, но теперь не в этот, а в другой. Пишу слово «идея». Мне предлагают добавить заголовок идеи. Новое видео на канал. Потом описание идеи, связка Telegram и Notion. Отправляю. Теперь мне можно выбрать теги для идей. У меня это тег YouTube и тег Notion. И я нажимаю «Подтвердить». И мне предлагают еще этот бот выбрать, на каком этапе сейчас идея. У меня она взята в работу, взяла в работу. Все, идея добавлена в таблицу. Переходим в таблицу. Смотрим, у нас добавилась новая идея со всем тем описанием, что мы только что писали в Telegram-боте, то есть вот 1, 2, 3, 4, 5. Только дата создания, это у нас автоматический тег, он автоматически добавляется, когда это может быть создано. Ну круто же, ну круто. Если вы, как и я, большинство своего времени проводите в Телеграме, читаете паблики, у вас там рабочие чаты, еще что-то, то этот тутор для вас. И если нет, то все равно этот тутор для вас, потому что мы будем рассматривать не только Telegram, таким же способом бота. По второму варианту, вот такого подробного, можно добавить и в другие чаты. Почему я предлагаю сегодня это сделать? Во-первых, мы будем это делать двумя путями. Один супер простой. Вот вам надо будет 3 клика сделать. Вот прям супер простой. Второй более задротский и платный. Возможно, вы найдете не платные варианты, но я не нашла. Мне очень нравится эта идея тем, что Notion действительно очень грешит тем, что любит долго по современным меркам подгружать базы данных. Если вы не постоянно сидите в приложении, и у вас не супер мощный комп, вам надо добавить новую идею, ну вот вряд ли вот именно Notion вы будете пользоваться, вот прям вряд ли. А если же это просто добавить одно сообщение или заполнить форму в Телеграме, это топ-идея. Это просто в такси, потому что, честно говоря, мобильная версия Notion мне не супер нравится. Это пока вы готовите еду, на работе, на совещании, на прогулке, где угодно. Зашли в телегу, отправили одно сообщение, все, у вас создалась идея, ваша голова очистилась от этой идеи. И, конечно же, это можно делать не только для идей. Таким же способом можно создавать рабочие задачи, назначать ответственных, добавлять рецепты, фильмы, книги, вообще все, что захотите. Вы можете подключить любую таблицу к такому чату. И это круто, замечательно. Мне нравится. Как и обещала, показываю задротский и незадротский способ. Есть самый задротский. Sorry, но это правда. Можно написать бот самим, потому что у Телеграма открытый IP. Если вы немножко шарите в кодинге, то вы можете это сделать. Я же все-таки придерживаюсь того, что Notion — это zero coding, так правильно, Дим, пожалуйста, ставь, где у меня хороший английский. Поэтому мы будем делать с помощью дополнительных платформ, помощников, но это не пугайтесь, это для более сложного варианта. И мы с него и начнем. Если вы точно не будете делать более сложный вариант, вы можете сразу мотнуть тайм-коды, как сюда в описании. Я же предлагаю вам все равно посмотреть, даже если вы не собираетесь, вы расширите свой кругозор и будете знать, что такая штукенция есть. И я вас уверяю, если я разобралась просто по туторам на Ютубе, то и вы разберетесь. Достаточно просто, интересно и полезно знать вообще для общего кругозора, что такая штука существует. Я опять с долгими вступлениями. Черт! Но я надеюсь, вы именно за это смотрите этот канал, и вы подпишитесь и напишите в комментариях, что вам нравится в канале. Желательно, чтобы там было написано, что вам нравлюсь я. Начинаем с более сложного пути. Давайте вместе это сделаем. Что надо сделать первым? Ну вот, посмотрите, здесь у меня создана просто отдельная страница с таблицей. Это может быть любая база данных. Вы создаете базу данных, я ее создала, она у меня называется «Склад идей». В ней есть несколько колонн. Ясное дело, вы создаете те колонки, которые вам больше подходят под ту идею, задумку, что вы хотите реализовать. Я хочу такую задумку. У меня в голове есть идея. Мне ее надо куда-то выгрузить. Я ее куда-то выгружу. Потому что если я этого не сделаю, я буду думать, как бы не забыть. Надо написать в Google заметках, надо что-то еще сделать, как бы не забыть. Сейчас буду крутить эту идею, а мне вообще надо сосредоточиться на том, что мне говорит человек, который напротив меня стоит. Такая обычная ситуация. Так как
основное мое пространство, где я работаю, где я веду какие-то дела, задачи, проекты, это Notion, то было бы полезно, чтобы выгружалась идея сразу сюда. Поэтому моя задумка такова, чтобы был вклад идей, откуда я потом могу таскать, растаскивать по разным базам данных, по разным таблицам, по разным страницам и уже работать с ними. Но вот чтобы они собирались в одну табличку. Поэтому она так и называется «Склад идей». У меня здесь есть 1, 2, 3, 4, 5 колонок. Первое — это название. Наверняка, раз вы смотрите это видео, вы уже знаете основы, но я все видео наполняю какими-то маленькими лайфхаками. Вы же знаете, что вы можете менять вот здесь аватарочки у названия столбцов и их название. Так что первое у меня название, стандартно. Потом описание идеи — это у меня property текст, вот он. Потом у меня категория — это property select, мультиселект у меня, чтобы можно было выбрать несколько тегов, и сразу в категорию я добавила несколько ярлыков, чтобы мне потом было легче сортировать, фильтровать и искать то, что мне нужно. Далее у меня есть статус, и у меня есть дата создания, которая автоматически подгружается, когда создана таблица. Кстати, в статусе вы тоже можете менять. Тут у нас, когда мы только создаем статус, вот она команда, у нас есть not started, in progress и done. Вы можете переименовать на те критерии, которые вам больше подходят. Например, это у меня обработка, взяла в работу и выполнила. Тоже для того, чтобы было легче фильтровать и искать то, что надо. Как менять вот эти not started, in progress? Просто жмякаете, переименовываете, можно перекрасить, можно даже несколько тут ступеней добавить. Как вам удобно. Просто знайте, что по дефолту not started, он ставится автоматически, как статус, когда вы только добавляете задачу, если у вас тут не стоит никакие другие фильтры. Это что касается базы данных. Теперь к самому интересному. Это сложный путь, я напоминаю, что вот это сложный путь, мы сейчас с ним разбираемся, потом с легким. Сначала надо подумать, потом можно покликать. Чтобы добавить такое заполнение задачи, как я показала, что вы можете выбрать название, описание, категорию, статус, нам нужен чат-бот. Чат-бот в Телеграме. Как его создать? Чтобы создать бот в Телеграме, нам нужен Fuzzer-бот. Вы просто ищите Fuzzer-бот. Я думаю, я оставлю отдельно текстовую инструкцию в описании под видео. Бот Fuzzer. Чтобы тут создать новый бот, вы просто напишите команду start. Здесь есть create a new bot. Alright. How are we going to call it? We call it склад идей. Если вам плохо от моего английского, я вам буду на русском говорить. Как назовем? Называем склад идей. Давайте выберем username. Username обязательно должен содержать в себе название бот. Например, у меня idea, нижнее подчеркивание, бот. Этот username уже зарегистрирован, поэтому мы можем сделать Idea 444. Классно, все, бот создан, мы можем перейти на него по вот этой ссылке и обязательно сохраняйте себе IP бота, он нам нужен будет. Вот здесь можно скопировать, просто переходим сюда, можем нажать старт, и вы увидите, что ничего не будет происходить, потому что он никак не настроен. Мы сюда можем пока что вставить наш IP, чтобы не потерять. И теперь идем дальше. На этот бот мы должны сделать чат-форму. Есть миллиард сервисов, которые с этим помогают, они все платные. Спойлер. Просто все. Я не нашла бесплатно. Но если это вот делаете для компании, для себя, или для себя, и вам не жалко денег, и вам действительно нужна эта функция, то не пожалейте. Я использую для этого шага платформу, которая так называется чат-форма, и она платная. Вот у меня, видите, бесплатная триалка, чтобы вам показать. Создаю бота и даю ему название. Идея бот пусть будет. Выбираю тип, что это Telegram. Создать. Инструкция нам не нужна. Привязать бота. Вот тут как раз-таки нам и понадобится API, который мы вот сохраняли вот здесь. Помните? Все. Скопирован. Мы его сюда вставляем. Сохранить. Мы не хотим тестировать. Видим, что у нас добавился idea 444 бот. Сообщение, с которого мы хотим запускать бота, не выбираем. Все остальное не трогаем. После того, как просто его добавили, мы здесь выбираем конструктор. В конструкторе можно стартовое сообщение какое-то сделать. Такое тоже не надо, новое сообщение нам не надо. Мы просто нажимаем здесь плюс и добавляем форму. Форму, давайте ее переназовем в создать, добавить новую идею. Мы ее называем просто, чтобы потом нам ее было легче искать, когда мы будем все это вместе связывать. Добавить новую идею. И тут мы должны ее так сконструировать, чтобы все те property, которые у нас есть в таблице, были тут, потому что это то, что мы будем заполнять через телегу. То есть вот здесь мы нажимаем плюс,
нажимаем «Вопрос», «Название идеи». Ведь правильно, почему мы называем такой вопрос «В бот будет приходить»? Потому что первый столбец у нас в нашем складе идей — это название, наименование. Поэтому мы можем как-то развернуть себя. Для себя же стараемся написать «Напиши здесь название идеи». Мы с вами сегодня учимся, поэтому будем лепить так, как я бы для себя сделала, в общем. Дальше у нас идет тоже вопрос, это описание идеи. Тоже плюс, еще раз нажимаем вопрос, описание идеи. Смотрим, какой у нас дальше столбец. У нас дальше столбец категория. Переходим в идея бот. И вот здесь выбираем теперь не вопрос, а мультивыбор. И какие у нас там есть категории. У нас есть YouTube, у нас есть SMM там. Я сейчас добавлю все свои теги, которые у меня есть. И мы с вами пойдем тогда дальше. И следующая у нас получается категория. Здесь мы тоже выбираем только уже не мультивыбор, а одиночный выбор. Название, точнее у нас статус дальше. Статус идеи. Мы так и называем. Называем одиночный выбор статус идеи. И здесь создаем те категории, что у нас есть. Это обработка и взяла в работу. И какой у нас тег будет дальше для вызова всего этого меню? У нас тег идея или новая идея. Вообще здесь можете написать все, что угодно, чтобы вызывать именно эту форму в вашем боте. То есть можете на английском сразу написать идея, новая идея, чтобы в любой раскладке у вас все срабатывало. И следующее мы можем после одиночного выбора статус идеи еще добавить сообщение. Добавляем просто текст. Идея добавлена. Класс, смотрите, у нас все готово, мы сохраняем. И теперь нам надо, чтобы эта форма была связана с Notion, а не только с нашим ботом. То есть сейчас есть форма, есть наш Telegram-бот, и они связаны. Мы можем это проверить. Смотрите, я иду в склад идей, и здесь пишу идея. Название, я его пишу, описание, пишу. Выбираю категорию, могу выбрать несколько и только потом подтвердить. Статус идеи — обработка. Но прямо сейчас она никуда не добавляется. У нас нет такой сейчас связи, что где вот в том, что мы сейчас разобрали, Notion. Нету. И для этого мы будем использовать последнее приложение, которое нам сегодня понадобится. Мы будем использовать приложение «Интегратор». Таких приложений тоже много. Есть куча таких сервисов. Они в большинстве преимущества бесплатные. Если в них покопаться, возможно, в них даже можно сделать такую чат-форму, которую мы сейчас делали при помощи другого сайта. Но я все-таки пошла по пути наименьшего сопротивления и сделала так, как понятно и удобно мне. Вы можете делиться своими идеями и тем, как вы это реализуете у себя. В интеграторе мы создаем сценарий. Я напоминаю, что текстовое описание того, что мы сейчас делаем, инструкция к этому будет в описании под видео. В интеграторе мы создаем новый сценарий. В этом сценарии наша какая задача? Наша задача сейчас связать чат-форму и Notion, потому что чат-форма уже связана с Telegram-ботом. Про Telegram-бот вот забыли сейчас. Нажимаем плюс. Выбираем тут чат-форму. Чат-форма. Нажали. Выбираем первую команду, которая находится в блоке триггера. Мы должны ее сейчас связать с IP нашей чат-формы. Где ее получить? Где получить этот IP? Идем в чат-форму. Идем в свой кабинет. Вот здесь. Интеграции. Создать токен. Иди токен. Ну, токен же. Поправьте в комментариях. Реально, ребят, не буду гуглить. Вот я не смущаюсь, вам скажу. Название у нас будет идея бот. Создаем. Нам дает API-ключ, копировать. И вот сюда мы в API его вставляем, сохраняем. И надо сейчас будет выбрать тот бот, который мы создали. Помните, он назывался у нас идея бот Telegram. Выбираем Form ID. Form ID у нас добавит новую идею. Здесь сохраняем. И надо сейчас связать с Notion. Здесь окей. Нажимаем еще раз. Связываем с Notion. Для этого здесь нажимаем плюс. Выбираем Notion. Notion у нас тоже тут есть много команд, которые могут быть использованы. Нам нужно создать в нашей базе данных новую запись. На английском это Create Database iTeam. На английском я тут англичанка, потому что... Вот тут у нас есть эта команда с самого верху, и мне даже написано, что она создает новые страницы в базе данных. Мы ее выбираем. Тут мы настраиваем сейчас. Во-первых, коннектим с нашей базой данных. У меня уже законнекчено. Но если у вас нет, вы просто нажмите Add и предоставьте разрешение для той страницы, что вас просят.
Давайте вместе, чтобы никто уже не путался, чтобы было по-честному, шаг за шагом. Мы нажимаем Add, нажимаем Connection Type, это Notion Public Connection, Save. Здесь у нас выскакивает сразу окно, где мы выбираем свой аккаунт. У меня вот стоит мой аккаунт уже. Если не стоит, меняйте на свой. Выбрать страницы и выбирайте сейчас страницы, которым вы хотите предоставить доступ в Notion. Я вот выбираю склад идей. Можно больше страниц. И соглашаемся предоставить права. Права к базе данных мы предоставили. Теперь мы выбираем базу данных, выбрать базу данных из страницы, которую предоставили доступ. Здесь Database ID, мы ее ID просто пишем название, склад идей. Ищем по названию, моя база данных так и называется, и сейчас оно по названию найдет само ID этой базы данных. И тут самый главный шаг. Мы настраиваем все те properties и как они работают, как они из чат-формы переносятся у нас из Телеграма в чат-форму, из чат-формы в баз данных. Нам надо сделать так, чтобы название, чем оно заполняется. Вот в чем вопрос этой команды. Чем заполняется название? Мы должны выбрать такой вариант, что название у нас заполняется ответом на этот вопрос. Database answer. Поэтому мы пишем data. Вот у нас есть data команда answer. Data answer. И вот здесь в квадратных скобках надо написать, какой это вопрос у нас в чат-форме. Вот в чат-форме какой по счету это вопрос. Это у нас вопрос названия. Давайте перейдем обратно в бот, откроем его, вот добавить новую идею. Название — это у нас самый первый вопрос. Поэтому мы вот здесь в интеграторе пишем в квадратных скобках единичку. Такая техника. Потом у нас описание идеи — это тоже должен быть data answer. Описание задачи — это у нас в IdeaBot, это у нас второй вопрос, правильно? Правильно. Поэтому мы здесь пишем двоечку. Двойка. Следующая строка у нас статус, и в статусе мы включаем map на типа окей, потому что если она выключена, мы просто можем тут выбрать, какой по умолчанию всегда будет становиться статус. Вот. Мы включаем map, и тут мы включаем тоже data answer, и какой-то у нас вопрос. А получается, data answer, у нас есть date answer, и смотрим у нас в форме, чат-форме какой-то вопрос. У нас есть название идеи первый, описание идеи второй, а потом категория — это третий, и одиночный выбор статуса — это у нас четвертый. Поэтому мы ставим здесь 4. Это важно. То есть под тем номером, под которым у вас идет, вы именно тот номер и должны поставить. 4. Следующая у нас категория, и здесь мы тоже map включаем, и тоже data answer. И какой-то у нас был вопрос, это у нас был 3 вопрос. Все. Это правильно. На этом у нас поля, которые мы можем редактировать, закончились. И это все поля, которые мы заносили в чат-форму. Мы нажимаем ОК. Давайте один раз проверим, как это все работает. Для того, чтобы один раз проверить, мы нажимаем Run Once. Если хотим все время, Off, переключаем на On. Давайте Run Once и идем в наш Telegram-бот. Помним, что команду по нашим же запросам можно вызвать команда идеи или новая идея. Вы просто на этот бот можете подвязать несколько баз данных. Вот что. Почему нам нужны разные команды. Вы можете сделать, чтобы команда была просто точка. Название идеи. Мы помним, что мы можем написать развернутое предложение. Приветик, приветик, как дела? Напиши название идеи. Реально, чел, вот это ты башковитый. Почему так кринжую? Ладно, название идеи. Название идеи — провести хороший день. Описание идеи. Что может быть хорошего в дне? Тут просто, знаете, тут должен быть сейчас такой фильтр. Дождь, серость. Я думаю про хороший день. Валяться с мужем и смотреть «Мастер-шеф». О, это день моей мечты. Вау, 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 вау. Далее у нас категория. Категория — это или свободная, у меня там была еще личная, но я почему-то не добавила ее сюда. У меня будет свободная категория. Подтвердить. Статус идеи — обработка пока что. Хотелось бы нажать «Дела в работе», но пока обработка. Идея добавлена. Давайте проверим. Идем в склад идей. И у нас появилась тут запись «Провести хороший день», «Валяться с мужем», категория «Свободная», статус обработка и дата создания. Получается, все работает. Вы можете дальше работать с этой формой, можете менять ее аватарку, можете с помощью настроек этих же всех там лазить, играться, делать так, чтобы, например, вам в чат приходило уведомление, когда кто-то поставил на вас задачу или когда кто-то написал новую страницу в базе данных. То есть это все супер переменно. Вот на этом можно учиться, а потом можно сидеть ковыряться, но знайте, что такая возможность есть.
И, как я и обещала, давайте перейдем к самой легкой интеграции с Telegram, которую мы все заслужили. Все, что нам понадобится, вбить в поисковике или пойти под эту ссылку в описании Notion to Telegram. У нас есть Notion to Telegram бот, мы его открываем, нажимаем Get Started for free, нажимаем Start, Get Started, Go to Notion, Open. И сейчас мы должны будем выбрать страницу, к которой мы предоставляем этому боту доступ. То же самое, логинимся и выбираем базу данных, в которую будет попадать информация. У меня это склад идей, предоставляю права. Все, закрываю. Все законнекчено. Вот шлет мне смс. И теперь для того, чтобы добавить какую-то свою идею, склад идей, я нажимаю склад идей. Сюда можно подвязать сразу несколько ваших баз данных, поэтому он предлагает выбрать, к чему добавить доступ, и в разные добавлять, получается, информацию. И здесь мы пишем нашу идею. Новая идея. Какая идея у нас сейчас с вами? Купить плоскогубцы. Не спрашивайте просто. Page create. Это значит, страница создалась. Мы идем в склад идей и смотрим. Вот у нас купить плоскогубцы. Статус, как я и говорила, автоматически проставляется. Дата тоже. Видите, описание идеи, категории не заполняются, потому что это простой бот, он не дает нам таких функций. Но что есть хорошего? Если в том боте у нас описание идеи было вот так вот отдельно просто в столбце, здесь же с этим ботом нам даже не нужен этот столбец, потому что если мы напишем длинный текст, например, «Привет», и тут будет текст идеи, оно все равно создает страницу, и вот мы можем сейчас пойти посмотреть. То есть «Привет». Если сделать пробел, то вся остальная информация просто переносится внутрь страницы. Возможно, это даже удобнее. Вы сюда также можете подкреплять изображения, видео, любые файлы, они тоже добавляются в эту таблицу. Все. Вот вы и сделали интеграцию Notion to Telegram. Поздравляю. Один клик, один чат-бот, и все готово. Мне нравится для склада идей, конечно, больше такая интеграция, чем то, что мы с вами до этого делали. То скорее подходит для работы с командами, для каких-то более сложных процессов, бизнесовых. А это для себя лично. Вот так вот можно несколько баз данных предоставить к ним доступ и быстро кидать туда задачки, идейки. Это вот когда вы сами с собой работаете, этот бот прекрасно работает. Тем более, что он закидывает информацию по задаче внутрь страницы, и это мне нравится больше, чем отдельная колонка. Я обещала, что будет просто. Мне кажется, там на тайм-кодах сока мы создаем чат, который можно сделать за вот столько времени. Вот так вот мы с вами все сделали. Поздравляю нас. И я хочу сказать, что благодаря таким формам, благодаря автоматизации, синхронизации, интеграциям разных приложений, мы можем делать супер много разных вещей. Мы можем связывать с Google календарем. Мы можем отправлять уведомления, о чем я говорила. Мы можем сохранять Google формы, чтобы они при заполнении сохранялись в таблицу Notion. Много чего. Вообще, на самом деле, есть много интеграций, поэтому напишите мне, во-первых, какой из вариантов вам больше понравился, каким вы будете пользоваться. Могу догадаться, каким, но на всякий случай. Второе. Стоит ли продолжать эту тему? И если да, то с каким приложением вы бы хотели быстрее увидеть, как провести интеграцию? И я думаю, что на этом мы можем сегодня и закончить наше видео. Я напоминаю, что на этом канале мы создаем свою идеальную инфраструктуру в Notion. Всех целую, обнимаю. До новых встреч. Увидимся на следующей неделе на этом же месте.